Салют, people! С вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, Nvidia опять удивляет выпуском бюджетной видеокарточки GTX. Да. В то же время вышли очередные ноутбуки от Intel, правда их хер найдешь. А тем временем карточки от AMD стоят уже даже ниже, чем RRC. А вот Sony параллельно с этим складывает свои денежки и в метавселенную, и в игры. Так что, го смотреть, я создал. Да, друзья, в сеть залетела информация о новой видеокарточке от Nvidia, и это GTX. И готовьтесь, ребятки, это послабее, чем 1650. GTX 1630, естественно, с определенной кастрацией. В итоге GTX 1630 у нас будет с вами стоять на 12-нанометровом графическом процессоре Turing, естественно, 117-150. Ну, к слову, 1650 у нас видеокарточка 1650 стоит на графическом процессоре 117-300. Да, друзья, в итоге мы с вами видим еще меньшее количество ядер и, естественно, урезанную шину. То есть, по большому счету, видеокарточка в себе носит всего-то 512 ядер CUDA, а это по большому счету половина от потенциала графического процессора. То есть вообще в целом полноценный графический процессор может обладать 1024 ядер CUDA. Более того, карточка также будет обладать шиной в 64 бита. А это опять же половина, не 128. Но при этом 1630 будет иметь более высокую тактовую частоту, чем вот наша олдскульная 1650. Чё-то в горле пересохло. Так-то лучше. И опираясь на источник, мы с вами получаем на выходе 1800 МГц. Нехило, как для такой видеокарточки. Ну и, видимо, это одна из причин, или основная причина, почему ее TDP-шка остается в 75 Вт. В итоге, остальная начинка у нас получается 4 гигабайта видеопамяти, но GDDR6, а не GDDR5, как в 1650, на 12 гигабит в секунду. Так что, в теории, максимальная пропускная способность у нас составит 96 гигабайт в секунду. А недавно мы с вами говорили за грядущий 4090, где 1 терабайт. Ну, что по большому счету не сильно ниже, сравнивая с той же 1650, в которой, да, GDDR5. Но учтите, ребят, что все равно это половина возможностей от той же видеопамяти GDDR6. То есть мы получаем на выходе видеокарточку, сравнивая с красными, что-то между RX 6400, не смейтесь, и RX 6500. Релиз же самой видеокарточки у нас состоится 31 мая, и, возможно, на Computex нам подцепит еще больше информации, посмотрим, пока не знаю. Но вы напишите свое мнение по поводу этой видеокарты, что вы о ней думаете, потому что лично мне кажется, как и до этого все это время, как и с другими картами от Nvidia, что они просто сливают старье, которое у них завалялось где-то на складах. Но почему бы и нет? Что касается цены, пока что не знаю, неизвестно, но мне что-то подсказывает, что RRC в ней будет составлять где-то 150 баксов. Ну потому что если мы с вами возьмем ту же 1650, то она уже в цивилизованном мире, в цивилизованных странах стоит по RRC 190. Я вам уже, ребятки, не раз в сюжетах говорил о том, что цены на видеокарты сейчас это лютая содомия в канале. Причем вне зависимости, какие у вас цели, если вы приобретаете себе GPU-шку. Ценник самый основной параметр. Но есть и люди, которые, пытаясь даже заработать, пытаются давать рынку, ну, более-менее приемлемые и вкусные ценники. И вот, господа организовались и ввозят видеокарточки из Китая, причем как для людей, которым нужен именно опт, так и для людей, которым нужна розница. И, к слову, тут не только видеокарты, сюда можно вписать и центральные процессоры, и материнские платы, и другая периферия, и атрибутика и так далее, касающаяся ПК. И, кстати, также тем, кому интересно, асики. Ну, я отдельно хочу сказать спасибо Никите. Я, конечно, очковал до последнего, но думал, что, как бы, во-первых, Human, человек нормальный, я не думал, что он будет говно совать. Более того, представляет любого рода консультации, ну, по железу, не по железу тоже. Причем напрямую на русском языке, а не вот как это бывает, если вы там работали с Китаем, Alibaba, AliExpress и так далее. Ну, переводчик иногда тупит, особенно когда первоначальный продавец, китаец зачастую, он пишет вам на китайском языке, и не всегда иероглифы переводятся корректно. То есть, если он пишет на английском, еще ладно. А здесь прям мой нативный язык ваш. Более того, вы также можете созвониться по видеосвязи, что еще комфортнее, чем чат, потому что таким образом вы можете увидеть, с чем вы работаете и с кем вы работаете. Продукция, естественно, вся новая, ценники очень приятные, а если вы еще и товарища затащите в эту движуху, ну там, чтобы он тоже сделал заказ, то вы получите скидку здесь и сейчас. Не когда-то там в каком-то там заказе или каким-то бонусом, а прям по факту.
Сама же методология приобретения, она проста как 5 копеек. Вы изначально консультируетесь, задаете вопросы животрепещущие, которые вас очень сильно волнуют, причем любые, можете хотя бы даже поинтересоваться погодой в Китае, какой там был президент до этого. Далее происходит разговор и, скажем так, составление договора о купле и продаже. Ну, а оплатить вы можете в своей национальной валюте, либо в USDT, что по мне даже как-то поудобнее. Само собой, перед отправкой вам сфотографируют, я думаю, можно даже попросить видео товара, которым вы будете пользоваться в перспективе, ну, для того, чтобы вы посмотрели, как он выглядит, какие там, скажем так, серийные номера и так далее, чтобы прислали реально то, что вам фотографируют и снимают видео, а не понятно что. Ну и все, ждете от 12 до 16 дней, то есть технически пару недель. И потом, как всегда, баутесь либо в игрушки шпилите, либо майните, ну и либо и то, и другое. Так что, коль интересно, стучитесь ребятам в Telegram. Ссылочки оставляю в описании. Удачи! Ну что, друзья, поздравляю, графические процессоры Intel Arc в ноутбуках A730M уже есть в продаже, но в Китае. Это касается игровых ноутбуков Discovery Edition 2022 от регионального OEM магазина или поставщика Mechanic. Ноутбук у нас оснащен Core i7-12700H 12 поколения, то есть 6 производительными ядрами и 8 эффективными. Ну и само собой графическим процессором Arc A730M и 16 гигами памяти DDR5-4800. Ну и сам ноут у нас оснащен 16-дюймовым дисплеем при разрешении, внимание, 1440p, не 1080, и частотой обновления 165 Гц, который охватывает весь цветовой спектр sRGB. Ну а сам же графический процессор имеет в себе 24 ядра Xe, 12 гиг памяти GDDR6 и 256-битную шину. Это получается что-то между RTX 3050 Ti и мобильной 3060. И забавно, учитывая, что мы только что говорили за бюджетную дискретную для ПК видеокарточку от Nvidia, то это смотрится намного интересней. Цена на данное чудо составляет ныне 1255 баксов, что, если так раскинуть мозгами, в принципе неплохо. По той простой причине, что примерной мощности ноуты, в которых, скажем так, и графический процессор от Nvidia, и центральный процессор от Intel, ну, начинаются где-то от 1500 баксов. Правда, когда эти ноуты будут не только в Китае, вот это вот фиг знает, пока что вопрос. И сразу же, ребятки, выражаем нашу искреннюю благодарность для друзей с IT-проекта Hardware Unboxed, которые и провели все эти данные, статистику и анализ. Сами же данные, они основаны на крупнейшем магазине электроники и видеокарт Newegg. И вот что мы с вами видим. Хоть обе конкурирующие компании и снижают свои ценники в месяц по факту одинаково, это где-то 6-8%, тем не менее видеокарты AMD по цене выглядят намного вкуснее. То есть в целом средняя цена на видеокарты 6000 серии выше лишь на 5%. Ну, от RRC, естественно. А ряд карт и того продаются ниже рекомендуемой розничной. Это касается GPU-шек в виде RX 6900 XT, флагман на секундочку, 6600 XT и 6500 XT. Но при этом до сих пор самая дорогая видеокарточка из линейки, новой линейки, естественно, красных, это 6800, где ее стоимость выше от RRC на 31%. То есть гипотетически, если бы этой видеокарточки не существовало сейчас в линейке, то наценка была бы общая средняя по всем видеокартам от AMD где-то 2,4%, ну 2,4%. А если бы еще и XT-шки не было, тогда бы наценка вообще составляла 0,1%, 1/10. Но вот Nvidia все еще дороже на 24% от RRC. А учитывая, что у зелени есть определенные проблемы со стартовыми и, собственно, средним сегментом карт, то быстро снижающие цены как раз таки вынудили ее сделать что? Правильно, выпустить ту самую GTX 1630. Но что-то лично мне подскажет, что Хуанг очень-очень скоро изменит свою тактику. Ну, особенно на носу, когда у нас и релиз, ну, собственно, презентация и релиз видеокарточек новой серии RTX 4000 Ada Lovelace. Но тем временем Sony заявила, что планирует изучить возможность метавселенной и искусственного интеллекта в рамках своей стратегии дальнейшего роста. И, кстати, ребятки, если вы не знаете, что такое метавселенная, можете заглянуть на один из моих каналов, который я, конечно, забросил. Но там я рассказал, что такое метавселенная, NFT, все, что с этим связано. Вам будет интересно. Ну так вот, как раз таки об этом Sony сообщила в презентации своего нового стратегического плана на 2022 год, финансовый год, который, кстати, начался 1 апреля и продлится до марта 2023 года. Метавселенная сформирует основу
для развлекательных мероприятий в будущем. Именно так говорится в заявлении Sony. Ну и, собственно, так оно поясняет, что она будет стремиться изучить ее потенциальное использование в своем и без того сильном бизнесе видеоигр, а также живых музыкальных выступлениях и спортивных мероприятиях. И, к слову, компания уже заявила, что совместно с LEGO они выделят $2 миллиарда на развитие метавселенной, ну, в контексте вместе с Epic Games. Ну а на этом моменте, ребятки, я от вас отстаю. И не забывайте, что с вами, как всегда, был Human, и, как всегда, кайфовой вам игры.